Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. На этом видео мы с вами научимся менять помпу на Жигулях, конкретно на шестерке. Но в принципе, принципиально отличия нет. Для этого нам понадобится ключик на 13. Желательно с одной стороны, чтобы была накидной, с другой рожок. Ну и с удлинителем на 17 головка. И для натяжки ремня в дальнейшем отвертка или монтировка, которую мы сможем определить. Соответственно, нам понадобится помпа. Обычно в комплекте идет прокладка. Прокладка обязательно. Менять мы будем не помпу целиком, а полупомпу, так называемую. Вот наша полупомпа. Прокладочка вот такая. Ну и, соответственно, ключи, как я уже говорил, это все, что нам понадобится для замены помпы. Помпа у нас находится вот здесь. Для ее демонтажа сразу же снимаем аккумулятор. Нам нужно будет слить тосол или охлаждающую жидкость. Резьба тут мелкая, на 1. Для того, чтобы мочмола потекла, нужно либо открыть радиатор. Слить достаточно будет, в принципе, воду слить. В радиатор не обязательно сливать. Слить воду можно будет просто с блока двигателя. Этого будет достаточно, чтобы снять помпу. Видите, какая чистая вода. Все отлично. Дальше давайте перенесемся в сторону нашей помпы. Значит, сразу можно смело откручивать крыльчатку. Смело снимаем крыльчатку. И в этом месте, вот обратите внимание, крыльчатка устанавливается определенной стороной. Вот оно тут даже видно. Выступ с этой стороны, где выступ, будет стоять шайба и болты. Снимаем шкив помпы. Все, теперь можно откручивать, приступить к откручиванию самой полупомпы. Перед тем, как ее открутить, давайте сразу снимем планку натяжную генератора. Для этого нам понадобится головка на 17, удлинитель. В общем, сейчас прекрасно. Снимать полностью помпу необходимости нет. Соответственно, заднюю часть не снимаем. Все, откручиваем. Шайба Гровер гайка. Тоже 10,125. И теперь нам осталось открутить вот этих 4 гайки, которые держат полупомпу. Предварительно брызнем чем-нибудь. Как видите, даже самая закисшая помпа снимается. По большому счету снимается нормально. Обязательно теперь счищаем прокладку. Очень важно сделать это качественно, не оставив кусочков прокладки. Так тщательно вычищаем плоскость, поверхность, как я уже говорил. Как знаете, вот сказка была. Чистим трубочисто, чисто, конкретно. Теперь, после того, как, обратите внимание, сейчас подсказка вылезла, посмотрев видео о том, как правильно порегулировать зазор на крыльчатке, вы узнаете, глянув на видео, можно устанавливать помпу. Для того, чтобы в следующий раз все легко снималось, и вас никто не ругал, и вы сами себя не ругали, обязательно смажьте графитной смазкой прокладку. Даже если она вот такая, как у меня, типа поранит, не поранит. Нету графитки, литого, обычное масло моторное, да хоть жопным вазелином. А главное нанести смазку. Эта смазка не позволит прилипнуть ей насмерть. Потому что прилипшую насмерть прокладку очень неудобно отдирать. Нашу полупомпу. Проконтролируйте сразу, чтобы была вкручена шпилька. Зачастую их не вкручивают. Она как бы идет без нее. Все установили. Теперь погнали прикручивать. Разбирать и делать сначала.
протяжку лучше проверять чем-нибудь не таким большим и мощным. И делать это накрест. Чтобы не сорвать шпильки, ну и, соответственно, не оставить недокрученным. Устанавливаем шкив помпы. И если у вас система пассивного охлаждения, ставим нашу эту самую крыльчатку. А хочу обратить внимание, в случае, если установка вызывает сложности, ну, трудно попасть. Очень бывает так, что трудно попасть. Можно закрутить шпильку коротенькую сюда и уже через шпильку одеть все это на место. У меня тут сейчас удобно, доступ хороший. Я еще и специально снял капот, чтобы ничего не мешало. Настолько приятно работать, если кто только знал. Так вот, если вдруг, повторюсь, бывает шкив, чей этот самый, крыльчатка какая-то упоротая, нет, уже подходит там. Любые проблемы вот так вот туда вкручиваем шпильку, одеваем, потом шпильку выкручиваем, все классно. Ставим болт. Да что ж ты. Даже с отличным доступом это такое занятие. Все, наживил. Не забываем шайбу вот эту упорную. Без нее будет все плохо. Стоять будет, но профессионалы так не делают. Потому что только профессионал может ездить на такой машине. Так, что теперь? Затягиваем эти болты сейчас быстренько. Благо резьба новая. На помпе все легко закручивается. Перед установкой можно проверить резьбу на помпе. Бывали случаи, когда ее там не было. Таким простым способом все это дело закручивается. После того, как все затянем, крутим и смотрим. Все должно ровно крутиться, без восьмерок, без всякой хрени. Бывает, поставишь там что-то неправильно затянет. Восьмерка такая, что вырывает с куском двигателя от вибрации. Все, устанавливаем. Устанавливаем планку натяжную. Шайба, гровер, гайка обычная. Это крепление к помпе. Надеваем ремень. Сразу одеваем его внизу. На шкив генератора. На шкив коленвала. И только потом накидываем вот тут сверху на нашу помпу. Сейчас попробуем накинуть. Хоп. И все хорошо. Да, надо подтянуть, отпустился. Для этого мы заранее приготовили чудо-отвертку. Чудо-отвертка натянет наш генератор чудесным образом. Но имейте в виду, использовать большое усилие не рекомендовано, потому как можно повредить генератор. В принципе, можно натянуть просто ключом. Так, видно? Усилие там натяжки, по-моему, 5 килограмм. И провисание должно быть 1,5-2 сантиметра на длинной, по-моему, ветке. Но если оно будет не дотянуто, вы услышите характерный свист. Особенно утром, когда генератор после старта двигателя, генератор или аккумулятор требует высокой зарядки. Ну, в теории он не должен проскакивать. Вот такая натяжка, вполне себе будет нормально. Так, теперь осталось нам залить тосол или охлаждающую жидкость. Как это сделать? Все очень просто. В первую очередь закручиваем сливную пробку на место. После того, как это все закручено у нас, для того, чтобы не образовалась пробка, откручиваем вот эту вот
датчик температуры, система охлаждения. Он находится возле свечи в верхнем правом углу, тут, в дальней стороне двигателя. Датчик на 21, как и свечи, свечным ключом откручивается. Конусная резьба туговато идет, но обычно всегда откручивается. Он медный, в алюминии, он никогда не... Ну, еще не было такого, чтобы я не мог открутить, в общем, скажем так. Хотя усилие достаточно большое. Значит, по вопросу можно снять шлангу спускного коллектора. Тоже классно, но здесь лучше. После этого начинаем заливать систему охлаждения 9,6 литров тосола, или как в моем случае воды, для того, чтобы промыть ее, в общем, и проверить. Если не сделать, не открутить, не дать выход воздуха в верхней точке, пошло, то произойдет образование воздушной пробки. И наш автомобиль будет весело кипеть. При этом надо будет ждать, пока протащит по большому кругу. Все, доливаем сюда жидкость до верха, там чуть останется. Пробки уже точно не будет, все будет работать в лучшем виде, не сомневайтесь. Можно будет завести автомобиль, посмотреть, как все у нас функционирует. На подтекание проверить, дать прогреться. Ну, подтекание не должно быть ни в районе помпы, ни в районе, ну, нигде, короче. Система у нас повышенного давления, соответственно, в процессе эксплуатации давление тут отличается от окружающей среды, оно будет как бы чуть выше. Это сделано для того, чтобы всякие рукожопы не лезли ремонтировать, снимать, менять помпу, и потом неправильно все это устанавливать. Теперь попробуем завести. Ну, чтобы было видно, что там не подтекание. Итак, все работы по сборке, заливке жидкости окончены. Можно попробовать завести двигатель. Внимательно осмотрите помпу на предмет подтекания. Подтекания нет. Можно пробовать заводиться. Опять же, после того, как автомобиль завели, дать ему прогреться, и только после открытия большого круга можно уже будет считать, что ремонт окончен, машина готова к эксплуатации. Выключили. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.